Сегодня мы с вами разберем структуру. Казалось бы, ну все же знают, как строить структуру. Ты сейчас, наверное, будешь опять какую-то ерунду придумывать и рассказывать. Но если вы меня немножко потерпите и послушаете хотя бы 5 минут, я уверяю вас, что на трейдинг вы взглянете совершенно по-другому. Вы поймете, почему вас постоянно сносили по стоп-лоссу, особенно в те моменты, когда, казалось бы, вы вошли в такую идеальную сделку, все правила сходились. А самое главное, что вы не будете входить в те 91% трейдеров, которые совершенно не понимают движения крупного игрока. И первое, что я хотел бы показать вам на графике, это вот такую вот красивую структуру. Все учат по такой красивой структуре, и рынок совершенен, и мы движемся только зигзагообразно. Но почему-то никто не хочет рассказывать про то, что рынок на самом деле совершенно так не выглядит. А рынок выглядит вот так. Да что ты, черт побери, такое несешь? Согласитесь, цена не ходит по красивому зигзагу, цена ходит в какой-то вот такой вот непонятной каше-малаше, и ты никогда не понимаешь, а как мне здесь правильно ставить. Получается, здесь у меня точка, здесь точка, здесь точка, здесь у меня босс, здесь у меня снова босс, здесь точка, здесь босс. И получается, здесь у нас раз, два, три, уже 3 стопа стопроцентных вот на этой маленькой структуре. Здесь у нас хорошо, слава богу, все в порядке, мы идем красиво, здесь идем, здесь опять у нас босс, казалось бы, теперь надо шортить, здесь получаем стоп, здесь получаем стоп, здесь получаем стоп. Короче, получается полная каша-малаша. Если вы смотрели видео про ликвидность, вам сейчас будет намного легче понимать, о чем я говорю. Если нет, видео в закрепленном комментарии обязательно посмотрите. Я вам говорил о том, что цена всегда идет за ликвидностью. И первая ликвидность в данном случае у нас была здесь. То есть мы при движении вниз всегда ждем какой-то откат для съема какой-нибудь ликвидности. В данном случае данная вершина, она являлась у нас ликвидностью. Соответственно, у нас с вами получается 2 структурные точки. Верхняя и нижняя. При пробое данной точки у нас будет смена характера. При пробое нижней точки у нас будет слом структуры и продолжение медвежьей структуры. Думаю, с этим понятно. Дальше, после того, как цена у нас снимает данную ликвидность, она движется вниз и подтверждает наш босс. После этого мы с вами устанавливаем точку здесь. Это наша верхняя структура. То есть это наша верхняя точка. Соответственно, после этого мы имеем право перенести чок ниже. Что обозначает в данном случае чок? В случае, если цена пойдет выше, она пробьет эту точку, то у нас будет смена характера, смена тренда. Соответственно, мы уже отсюда будем искать точки в лонг. На данном этапе, пока цена не пробила наш чок, но она пробивает наш босс, структура у нас нисходящая, и мы движемся вниз. Что мы с вами ищем дальше? Следующая наша задача — найти на графике следующую ликвидность. И мы двигаемся от ликвидности к ликвидности. Смотрим здесь. Здесь у нас первый правильный откат. Цена прошла, спустилась вниз. Мы с вами не ставим точку вот здесь. Вот здесь точку не ставим, ни вот здесь ее не ставим. Мы на данном этапе не имеем права ставить точку до момента, пока цена не пробила наш имбаланс, не сняла нашу ликвидность. Соответственно, только после этого мы ставим точку. Мы поставили точку, когда цена пробила данную ликвидность. Но в данном случае мы и не переносим чок сюда, мы не ставим здесь хай, мы в данном случае просто ждем дальнейшее движение цены. То есть мы с вами работаем вот в этом диапазоне и смотрим за движением цены, либо пробой чок, либо оформление босса. Смотрим дальше. Цена у нас сняла ликвидность и спустилась вниз. Что это значит? Это значит, что мы имеем право здесь написать босс. И после того, как мы получили босс, мы ставим верхнюю точку и чок переносим сюда. То есть здесь при пробое данной зоны мы понимаем, что у нас сменился характер, и мы будем работать в лонге. Но пока этого не случилось. Смотрим, куда у нас переходит дальше ликвидность. Это первый откат. Мы оформляем лой, переносим ликвидность ниже. Оформляем еще один лой и забираем ликвидность. Что это значит? Это значит, что мы с вами имеем право поставить следующую точку, обозначающую минимум. Чок у нас находится здесь. Это наш чок. В данном случае мы ждем пробой либо этого минимума, либо этого максимума. То есть здесь у нас точка босса, и мы ждем реакцию либо сюда, либо сюда. Мы видим, что цена идет дальше агрессивно, и она забирает наш чок. То есть да, возможно, здесь бы мы получили с вами стоп, если бы у нас был сетап на вход. Это оправданный вход, потому что у нас структура шортовая. Возможно, здесь было поиск старшего таймфрейма, но на данном моменте, пока мы учимся определять структуру, мы это не рассматриваем. Нас интересует только то, что
сменился характер, и сейчас мы должны уже работать в лонг, после того, как вот здесь произошел слом структуры. Соответственно, мы с вами переставляем точку по порядку. То есть здесь у нас крайний откат, и мы ждем с вами слом структуры. В данном случае у нас происходит слом структуры. Мы имеем право поставить старшую точку и ждем дальнейшее движение. Видим пробой данной точки. При пробое данной структурной точки у нас будет чок. Здесь у нас уже оформлен босс. Что у нас сейчас происходит? В данном случае мы сейчас ищем лонговое движение. И что мы видим? Мы видим первое движение вниз, второе. Наша задача найти правильный откат. Здесь правильного отката нет, здесь правильный откат оформлен. То есть мы пробили данную точку, мы имеем право поставить структурную точку, мы ее ставим, и после того, как цена пробивает эту структурную точку, она могла пройти и вот так. Да? То есть до момента, пока у нас не пробит хай, мы работаем в этой зоне. То есть вот у нас зона, в которой мы ищем дальнейшее развитие структуры. То есть вот у нас пока ничего не произошло. Это движение у нас нисходящее. После этого цена может еще спокойно спуститься вниз и уже отсюда, допустим, вот так вот, и уже отсюда пойти вверх. Вот. Если в таком случае цена пойдет вверх, у нас правильный откат случился, мы поставили старшую точку, и после пробоя данной точки мы ставим структурную точку вниз. Чок переносим выше. Босс оформляем здесь. Если мы возвращаем цену, как у нас была, то есть если у нас происходит вот такая структура, здесь мы при пробое ставим босс, и вот сюда мы ставим структурную точку. Соответственно, это наш минимум. При пробое этого минимума у нас происходит чок. И мы видим с вами, что у нас в данном случае, так вот еще вот здесь нужно поставить обязательно точку. Соответственно, при пробое данного минимума мы видим, что цена агрессивно пробивает наш минимум, но в любом случае пока мы шортить не можем. В данном случае нам необходимо дождаться стимула для того, чтобы дальше идти по структуре. Соответственно, в данном случае, казалось бы, совершенно страшный график, да, то есть давайте сравним вот эта вот красота, которая написана неправильная структура, да, то есть в данном случае у нас вот это все является одним коленом. И вот наш первый стимул, мы получили первый слом, и на данном этапе мы ждем движения, то есть у нас будет диапазон вот такой вот. Вот такой вот диапазон, в котором мы будем работать. Это будет являться старшей точкой. Все это является внутренней структурой. И здесь по правилу правильного отката мы будем рассматривать данную зону как ликвидность. Здесь вот мы уже будем лонговать, понимая, что у нас находится крайний опой. Если вы ничего не знаете про правильный опой, обязательно посмотрите видео про ордер-блок, оно закреплено в комментарии. Соответственно, мы будем ждать движения цены в данную зону для того, чтобы дальше шортить. Но, поверьте, рынок таких чистых движений никогда не дает. Да, вы увидите 2-3 колена, но такого вы в жизни практически никогда не увидите. В основном на графике будет вот такие вот каляки-маляки непонятные, но когда вы будете понимать правила правильного отката и рисовать правильно структуру, определять правильно структуру, вы будете всегда в прибыли. Но если вы хотите больше знать про структуру, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Каждый день я показываю правильную структуру по евро и фунту. А также в этом телеграм-канале очень много полезной обучающей информации. Еще хотел бы с вами разобрать вот такой момент. Казалось бы, у нас идет правильная нисходящая структура, но в данной структуре у нас всегда бывают, естественно, в каждом правиле бывают какие-то небольшие исключения, какие-то небольшие дополнения. На самом деле эти дополнения не очень сильно страшные. Когда у нас идет цена красиво, наша свеча в данном случае при боссе должна закрываться полнотело. И мы с вами будем каждый раз переносить точку босса до момента, пока у нас свеча не закрылась полнотелой. Что это значит? Мы с вами получили стимул, пробиваемся и делаем движение вниз. Но наша свеча не закрывается полнотелой в данном случае, а она делает свип нашего босса, после чего откатывается вверх. Но при этом цена не сделала и здесь стимула. Она движется дальше. Что мы видим дальше? Дальше цена снова делает свип. Она не закрывается телом ниже вот этой вот свечи и откатывается выше. На данном этапе у нас пока нет босса. Мы в данном случае рассматриваем данную точку как high, данную точку как low. Чем чревато то, что вы отметите здесь босс? Если вы отмечаете в данном случае босс, то ваша структура будет рассматриваться в таком формате. То есть у вас здесь будет high, здесь будет low. При пробое данной свечой данного high вы уже будете рассматривать смену тренда.
но по факту это будет не что иное, как стимул. И здесь будут собраны чьи-то стопы. Здесь мы собрали как трендовую ликвидность, забрали стопы и пошли закрываться ниже. И в данном случае мы получаем движение ниже. В данном случае, то есть пока мы рассматриваем структуру вот так, это у нас еще точка нижняя, мы ее просто передвигаем ниже. То есть наша зона интереса, в которой мы сейчас работаем, она просто немножко расширяется с каждым свипом ликвидности. Но после того, как мы закрылись полнотело, только тогда наша точка будет являться боссом. Здесь полнотело сделан босс. И в случае отката, да, то есть мы видим здесь еще раз пробой, еще раз откат. Если бы здесь у нас цена вот так вот сделала движение, да, соответственно, мы бы уже сюда поставили нижнюю точку, но поскольку до этого момента у нас еще не было никакого слома структуры, наш стимул находился здесь, поэтому мы не имеем права пока здесь ставить нижнюю точку. Нижняя точка у нас здесь только после того, как мы забрали стимул. Итак, повторю еще раз. Если у нас идет нисходящая структура в данном случае, и мы свипаем босс, то есть вот здесь свеча закрылась ниже, мы не передвигаем точку ниже, да, то есть мы не передвигаем точку на верхнюю, получается, на эту точку. Мы оставляем все как есть и ждем закрытия полнотелой свечой нашего свипа. Когда мы видим свип, мы наблюдаем за первым правильным откатом. Если в данном случае был бы первый правильный откат здесь, да, то есть цена бы после этого пошла вверх, у нас бы точка была структурная здесь, и мы смотрели бы дальнейшее развитие цены. Ну и здесь на графике представлено отображение данного правила, которое я озвучил немного ранее. Когда у нас есть движение вниз, данная точка у нас выступает как босс, мы движемся ниже, но цена закрывается свипом. Соответственно, мы ждем следующего пробоя, когда цена полнотела закрывается свечой, только тогда мы ставим босс. Когда у нас закрывается просто свипом и цена уходит выше, здесь данная точка у нас не является боссом, и мы ее не можем выделять как структурную. То есть структурная точка у нас остается здесь. Точно такое же правило, когда у нас идет первая свеча, вторая свеча. Если закроется третья свеча вот так, то тогда у нас это уже не будет фейк-боссом, у нас это уже будет правильным боссом. Я думаю, что с этими правилами понятно. Но сейчас давайте посмотрим, как это все выглядит на графике. Напомню, что каждый день я в своем телеграм-канале выставляю структуру по евро и фунту. Это структура на 15-минутном таймфрейме. Вы можете попрактиковаться на своем графике, отметив структуру и сравнив с той, которую показываю я в своем телеграм-канале. Итак, у нас есть нижняя точка, есть верхняя точка. Верхнюю точку мы ставим после того, как у нас образовался IDM. После этого мы видим небольшой откат и движение вверх. Движение вверх мы оформляем босс. Соответственно, точка у нас является нижняя отмеченной. Дальше что мы с вами видим? Мы с вами видим супер большое движение, и с каждым правильным откатом, да, то есть сразу у нас IDM был здесь, но мы пробились выше. Дальше у нас IDM идет здесь. Мы пробились выше без пробоя данного IDM. Теперь мы видим, что IDM у нас здесь. И после того, как мы здесь сделали IDM, мы с вами пробиваемся. Мы пробиваемся, идем, делаем откат, и после чего делаем движение вверх. Оформляем в данном случае здесь босс. И после этого босса у нас идет также IDM. То есть вот здесь у нас идет структурная точка. Вот здесь структурная точка. И мы после этого IDM делаем свип. Мы делаем свип. И делаем еще один босс. Идеально. После этого босса у нас получается снова IDM, и нижняя точка у нас перенеслась сюда. Учитывая, что мы сделали свип, мы ставим нижнюю точку здесь. Это просто правило переноса. Если у нас свеча сделала свип, мы ее просто переносим на следующую. В данном случае у нас идет движение вверх, оставляет за собой правильный IDM, после чего цена пробивает нашу точку вниз. Соответственно, мы меняем здесь структуру, и на данном этапе наша структура является шортовой. Что мы видим дальше? Дальше у нас идет правильный откат. После того, как мы пробили структуру, у нас здесь идет точка IDM, и мы должны ее переносить дальше. В данном случае у нас правильный откат не пробился. Идем сюда.
Наш IDM находится вот здесь. Это первый правильный откат после того, как мы здесь пробили эту точку. Что мы видим? Мы видим как раз, что здесь была красивая ликвидность, которую мы снимали. Обязательно посмотрите видео про ликвидность. Очень сильно апгрейднет вашу торговлю. Здесь мы тоже за собой оставили ликвидность. Видите, как мы ее идеально сняли. Здесь мы видим IDM, и мы ждем реакцию на данную зону. Вот это вот движение, оно является внутренним. После реакции на IDM у нас есть движение вниз. Видите, мы пробиваем движением вниз. Вот наш босс. В данном случае у нас здесь тоже IDM. В данном случае у нас есть первый правильный откат, это IDM. Мы получаем на него реакцию, но, к сожалению, цена пошла вверх и сделала чок. Вы видите здесь правильный ордер-блок. Очень красиво в данном случае цена отреагировала от ордер-блока. И поверьте мне, в данном случае можно было заработать 1 к 10R в течение лондонской, ну, конечно, больше, чем лондонской сессии, но в любом случае здесь деньги можно было заработать и спокойно идти отдыхать. Итак, идем дальше. Мы сделали чок и ищем первый правильный откат. Где у нас первый правильный откат после пробоя? Он находится вот здесь, но цена к нему не вернулась. Цена пробила данный хай и ищем следующую точку. Она здесь и она вот здесь. Цена наконец-то пробивает нашу точку. Мы ставим здесь структурную точку, а здесь структурную точку и движемся выше. Итак, мы пробиваем хай. Ищем следующую структурную точку. Следующая структурная точка после хая находится здесь и вот здесь. Смотрите, вот у нас тоже есть правильный откат вот этой черной свечой. Соответственно, цена оформляет максимум и летит вниз. К сожалению, здесь никакого нам шанса не дали. Здесь и по-хорошему, наверное, у нас особо здесь и точки входа не было. И это, по-моему, как раз и новости были. Америку очень не люблю торговать. Сильно большая волатильность и очень маленький РР в итоге. Поэтому мы делаем чок и в данном случае ищем структурную ликвидность. После того, как мы пробились, вот у нас был первый откат. Дальше следующий здесь откат. Дальше откат здесь. Дальше сейчас откат у нас вот здесь. Дальше откат здесь, здесь. Так, вот здесь. Вот здесь. И мы видим с вами, что мы ждем с вами откат, по-моему. Ну да, внизу не было отката. И после этого видите, какой большой выстрел вверх. Здесь мы снимаем ликвидность и спускаемся вниз. Снова делаем босс, получаем IDM, движемся вверх. Здесь цена закрылась ниже. Мы ждем пробой и движемся вверх. Делаем чок. Вкратце, это вся структура, и вы можете проверить меня. Заходите на график. Это у нас получается 12 июня. И начиная отсюда, проверьте меня, посмотрите, как график отрабатывал. На этом у меня сегодня все.